Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты и психологического здоровья вас приветствует и я, Ольга Буганова. Сегодня вторая часть общего массажа задней поверхности тела. Первую часть смотрите ранее. Сейчас у нас будет массаж задней поверхности бедра в процедуре общего массажа. Беру масло, наношу. Здесь можно немножечко ягодицу, то есть я наношу на ягодицу тоже. Зона стоп. Обычно в зоне стоп я использую крем, потому что крем более густой, он не будет проскальзывать как масло, и для стоп я рекомендую использовать крем. То есть я обычно наношу на тыльную уже поверхность руки его, пока наношу масло. Начинаю со стопы, беру крем, удобно ставлю валик для того, чтобы облокотиться на него. И начинаю прорабатывать стопы. Если клиенту щекотно, то, конечно, зону стоп мы не делаем, мы не издеваемся над клиентом. Над, ну как тебе спина? Мы проработали спину 45 минут, зону рук. Как ты почувствовала немножко расслабление? Да, такая легкость. Наконец-то. Наконец-то, да? Да, я не умею сама расслабляться. Ну, то есть было достаточно сильно, но в то же время ты расслабилась, да? Да, сейчас чувствую такое расслабление и легкость. Нет ощущения, слава богу, что закончилось? Нет. Ну, то есть не было настолько сильно и жестко. Стопы, в общем, массаже я не прорабатываю долго, не уделяю им очень много внимания, но немного их обозначаю. Около 2 минут каждую поверхность стопы прорабатываю. И, конечно, в общем массаже, если клиентка и желает, в основном все клиентки, желают немного уменьшить объемы, стать лучше, краше, я делаю антицеллюлитный массаж. Конечно, он такого глобального эффекта не имеет за счет того, что время ограничено у нас в общем массаже, но все-таки движение антицеллюлитные, больше начиная с задней поверхности бедра, уделяю больше времени, и потом уже опять же перехожу к голени. Не больно? Нет. Сильнее не надо? Нет. Ну, обычно, если 45 минут спина у нас с руками, то как раз минут 15 это задняя поверхность бедер, то есть ноги, задняя поверхность ног. У нас получается уже час. Ну и 30 минут уйдет у нас на переднюю поверхность тела. Здесь тоже очень важна тоже компрессия. И в этот момент прорабатываю внутреннюю поверхность. Чуть-чуть ножки пошире, вот так. Угу. Также прорабатываю ягодицы. Просто не знаю, могу проработать или нет. Сейчас все достаточно очень у нас должно быть закрыто для наших видео. Прорабатываю хорошо ягодицы. Для того, чтобы хорошо, качественно и глубоко проработать зону, не уставая, нужно, естественно, вставать под определенным углом к этой зоне.
Не больно? Нет. А вот тут больно. Угу. Делаю послабей. Можно зафиксировать даже ногу и работать подкожно-жировой просто пальцами. На самом деле можно этой зоне больше времени уделить, если это антицеллюлитный массаж. Делаем просто более продолжительно, более глубоко. Перехожу к другой зоне, также уже беру крем, чтобы у меня было уже все не ходить туда-сюда. Все было с собой, так скажем. Использую крем. Самое приятное это стопы. Мгм. Но если клиенту приятно стопы, можно предложить продлить процедуру массажа, сказать, давайте, если есть желание, можно уделить больше времени стопам. Если у вас есть время, если есть желание, конечно же, если есть у вас деньги. Это шутка. Но на самом деле это и правда. Конечно, мы клиенту так не говорим, но спрашиваем, да, если стопы приятны, можем больше времени уделить стопам, можем продлить сегодня процедуру массажа. Как вы на это смотрите? Есть ли у вас деньги на карте, чтобы продлить процедуру массажа? Или можете просто подарить это клиенту свое время как бонус. Тогда клиент будет больше вам доверять и будет с большим удовольствием приходить к вам на процедуры. Может быть, в следующий раз уже согласиться оплатить после такого бонуса. Ему понравится более продолжительный массаж с акцентом на стопы. Он скажет, да, давайте как в прошлый раз мы сделаем.
И тогда уже мастер должен обозначить, что да, но это будет немного дороже, как вам удобно или нет, обозначить цену. Что если как в прошлый раз, это не значит, что тоже бонусом опять будет. Да, давайте, сделаем как в прошлый раз. По цене это будет немного дороже. Если вас это устроит, вам удобно, конечно, мы с удовольствием, то есть я с удовольствием сделаю. Потому что многие очень мастера, специалисты спрашивают, как открыть свой кабинет, как привлечь клиентов. И мы должны понимать, что техника техникой — это лишь 50% успеха, но очень важно отношение, очень важно сервис. Это все важно, все составляющие для клиента. Как вы с клиентом общаетесь, как вы его встречаете, как вы его провожаете, теплым ли маслом вы делаете массаж, какие запахи в кабинете, тепло ли в кабинете, удобные ли кушетки, приятные ли полотенца, вообще прикосновение мастера, ну что уже касается техника, да. Ее можно выучить. Но здесь еще очень важна сама обстановка. Как вы с клиентом общаетесь вне зоны кабинета, потому что общение вне зоны кабинета — это тоже очень важно. Это не значит, что мы должны с клиентом встречаться и общаться за чашечкой кофе. Нет. То есть напоминание о том, что он должен прийти на массаж, например, за день, да? Лучше это делать, конечно, к вечеру. Не в 9 часов утра ему писать. Конечно, лучше писать, потому что звонки, они немного отвлекают и раздражают. Это статистика. Поэтому лучше пишите клиенту, напоминайте ему о завтрашней процедуре, и лучше это делать не с утра, уже после обеденное время. Потому что тогда уже более-менее люди, наши клиенты, они знают, какие у них планы на завтра, что-то может поменяться. То есть после 2-3 часов можно уже напоминать. И напоминать надо обязательно. И еще важно, как напоминать, что вы напишете. То есть вот такие вот мелочи, отдельные какие-то моменты, они очень важны в работе. Также многие мастера спрашивают, можно ли открыть свой массажный кабинет без медицинского образования, не преследуется ли это по закону. Нет, не преследуется, можно открыть, вы просто можете оформить самозанятость, вы можете быть массажистом-эстетистом, закончив там определенные курсы около 2 месяцев, получив диплом, и вы можете, пожалуйста, заниматься массажем. Оформляете самозанятость, не выходя из дома через Сбербанк онлайн, не ездя никуда в налоговую, ничего, все это происходит автоматически на карту. На определенный счет вы кидаете деньги, формируете чеки, и все это по закону, все это удобно. Поэтому не бойтесь уходить в другую профессию, не бойтесь начинать. Конечно, это все страшно сначала на первом этапе, но любое развитие, оно происходит через преодоление, поэтому не бойтесь совершать действий, которые иногда могут приводить и к ошибкам. Через ошибки, конечно, мы можем прогрессировать. Все, я заканчиваю. Минут 15, да, у нас ушло где-то. В общем, процедуре общего массажа на заднюю поверхность бедер у нас ушло 15 минут. И дальше я предлагаю клиенту перевернуться. Надо, пока лежи, не переворачивайся. Когда я клиенту предлагаю перевернуться, я прошу его поднять ножки, то есть поднимаем ноги, я убираю валик. И после того, как я убрала валик, я уже говорю клиенту, даю команду, а теперь мы переворачиваемся. Подожди, не переворачивайся. Переворачивается клиент, и в этот момент
я ему подкладываю сразу под голову приготовленное сложенное полотенце. Оно будет служить подушкой. Когда клиент перевернется, я начинаю с передней поверхности уже ног, перехожу к животу и заканчиваю зоной декольте, шейно-воротниковым отделом, сидя уже на стуле, и зоной головы. В следующих выпусках мы покажем следующие зоны в общем массаже. Смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки, приходите на обучение. Пока!